какой у меня уровень английского спустя усердных занятий, спустя 8 месяцев. Сейчас расскажу. И вот быстро хотел сказать, что, если что, я вот сейчас записываю, когда уже весь ролик смонтировал, у меня просто почему-то начала видео не было. Так что, поехали. И вам, наверное, интересно, а какой у меня вообще результат по английскому спустя 8 месяцев? Ну, первое. Я могу читать легкие текста. Это уже плюс. Давайте я расскажу. Я никогда, до того, как я не начал учить английский, я никогда, вообще почти не знал его. В школе я, не мог нормально там перевести ничего и все такое. Сейчас же в школе я могу все текста переводить легкие, там легкие, там не особо сложные текста. То есть, опять же, я могу там выборочно слово два не понимать, но плюс-минус 80% могу понимать. Сложные текста, к примеру, я вчера купил себе книжку «Гарри Поттер» на английском, понятное дело. И давайте так скажу, я просто покажу, я не знаю, там зеркалица будет, да. В общем, просто, чтобы вы видели, как написание, но не суть. А я понимал его на процентов 30-40. На самом-то деле, я вот Wednesday еще смотрел на английском, но я чуть позже ролик расскажу. И я больше понимал, чем книжку. Почему я книжку так мало понимал, 30-40%? Потому что, во-первых, там были намного сложнее слова, то есть, не сложнее, как сказать, которые я еще не проходил. И также были всякие правила различные, которые я еще не прошел. То есть там какие-то времена были, которые не супер популярны, то есть не топ-5 вот этих основных времен, да и даже там не past continuous, там, какие-то, не знаю, сложнее, в общем, времена. Всякие были, я просто замечал, сослагательные, несослагательные, всякие склонения, актив, пассивный залог. То есть я это иногда замечал, то есть я не понимал, то есть я иногда мог не понимать как-то выстраиваться, но я понимал, что плюс-минус это там такое-то правило. Вот, и поэтому как-то так. Но я считаю, за 8 месяцев уже читать, вот в школе переводить из учебников почти все текста там на 80-90%. И книжку Гарри Поттера понимать на 30-40%, это, прикольно. Причем книжка Гарри Поттера, вот это у нас, из... Джоан Роллинг писал, понятное дело, и она же, из Британии, то есть там, наверное, еще в те времена, когда она писала, то есть это где-то 30 назад было, я не знаю, 40, не суть. А там еще, может, какие-то слова были, которые сейчас уже не популярны, всякие, сленг, короче, вот, которые сейчас уже, может, какие-то слова не употребляются, так что как-то так. Дальше, это, наверное, мое, знаете, самое пока лучший результат, это мультики, фильмы, сериалы. Почему? Я, опять же, позже в ролике расскажу вообще, что там плюс-минус нужно делать, чтобы вот как у меня результатов добиться за 8 месяцев, но вот сейчас скажу. Я начинал просто с мультика «Свинка Пеппа» с субтитрами, сейчас смотрю «Wednesday» с субтитрами. Да, я вот буквально 9 дней назад начал смотреть Wednesday на английском субтитры. Я никогда не смотрел ее, вот вообще, я в прошлом ролике говорил, но я никогда ее не смотрел. И вот сейчас я решил его посмотреть все же и на английском, потому что я вообще, знаете, у меня уже горит желание все фильмы, все сериалы смотреть на английском. И уже я сейчас расскажу про результаты Wednesday, но теперь я уверен, что я буду смотреть Backrooms, который вот уже вышел, и фильм, я буду смотреть его на английском. А про Wednesday давайте так расскажу. Я говорил в прошлом ролике, я быстро сейчас расскажу, чтобы вы понимали. Мне нужно вот буквально 5-10 минут было, чтобы адаптироваться к тексту с субтитрами каждый раз. То есть каждый день, когда я смотрел по одной серии, мне нужно было плюс-минус 5-10 минут, чтобы адаптироваться. И потом все нормально, я понимал, я с кайфом смотрел. То есть какого-то там, знаете, я не понимаю, что я не понимал многое, но все основное я понимал. И я смотрел прям с кайфом. Я вчера посмотрел 2 серии, потому что я прям хотел. Это попкорн даже делал, потому что мне настолько интересно было, и это прям на самом деле, я прям, как сейчас даже рассказываю, мне там на самом деле так нравится, это что я уже английский сериал смотрел, который я до этого никогда не смотрел. Я его понял, я им наслаждался, я его уже, то, что я смотрел на английском, не было порогом того, что как-то сложно, там, сегодня одну серию просто. Нет, я кайфовал от просмотра. И это субтитры. Без субтитров я могу уже смотреть и понимать плюс-минус 80%, 70-80% Gravity Falls на английском без субтитров. 70-80%, опять же, я какие-то слова могу не понимать, какие-то вот быстро-быстро сказанные речи я тоже иногда могу не разобрать, не услышать, но плюс-минус я считаю тоже нормально, то есть я понимаю, опять же, сюжет. До этого я смотрел его, я его тоже никогда не смотрел, и первый раз, когда я его начал смотреть с субтитрами. Я его посмотрел полностью 2 сезона, и сейчас пересматриваю, и уже почти досмотрел, но
без субтитров. На кадре. И, в общем, еще то, что я стал какие-то вот английские видео там в ТикТоке, всякие в Инстаграме, там всякие сторис, где говорят. То есть я стал понимать плюс-минус основу, что говорят, про что говорят. И это прям, ну, очень классно. То есть вот пока у меня лучше всего результат в этом. Ну, потому что реально за 8 месяцев уже смотреть полноценный сериал, который ты никогда не смотрел, и при этом, чтобы ты кайфовал от него, ну, я считаю, это очень классный результат за 8 месяцев. По грамматике, это, то есть, какие я правила знаю и что, как я пишу вообще. Давайте так. Правила, какие я знаю? Ну, вот давайте так. Я знаю предлоги, как говорить именно. On, at, in. Я знаю временные предлоги, то есть till, in, on, at, там. Ну, я в ролике рассказывал про английский. Дальше, я знаю уже как определять get, то есть get. Но я понимаю, что это не прям get, какое-то слишком сложное правило. Я просто его раньше не понимал, сейчас вот решил понять, и все, я его уже понимаю, я уже понимаю плюс-минус. Вот опять же, вот в Wednesday сериале я стал замечать оценки. То есть, когда get говорят, когда имеется в виду куда-то ехать, и когда говорят get, когда именно куда-то там, ну, просто типа, я тебя понял, I get you, I get it, я понял это. Ну, то есть, оценки я стал понимать слово get. Артикли такие, как and, да, я уже понимаю, то есть, я их знаю. И вот смотрите, такое, наверное, еще хотел сказать. То есть, к примеру, вот есть такой предлог, я не знаю, предлог это, но не суть, to. А я его, как сказать, я плюс-минус понимаю, когда он употребляется, где, но вот конкретного правила, типа, когда мы его ставим, почему, я не знаю. То есть из правил еще, ну, я знаю времена, понятное дело, я знаю 6 времен. Вот я хочу сейчас сегодня, возможно, даже начать 7 учить, ну, время. Вот как раз, которое у меня в книжке больше всего попадается. По временам, ну, в принципе, да, дальше, активный залог и пассивный залог. Ой, это вот, знаете, такая тема, ну, то есть плюс-минус я понимаю 2-3 времена, ну, когда его употребляю, то есть я даже сейчас скажу, то есть с present simple активный залог, но я это говорю, ну, пассивный, не ладно, но я путаю, но не суть. А для тех, кто знает, что это, типа, я вот present simple, например, же нужно его употреблять, когда, ну, ставить is, are, am, и потом глагол в третьей форме, то есть я знаю как-то, ну, типа, когда его употреблять, я знаю, как в past simple будет, то есть то же самое, только was, were и третья форма, но есть такой момент, что я вот активный залог, пассивный залог, я опять же не знаю, какой из них активно-пассивный, но не суть. Я не знаю, ну, вот знаете, я когда вот говорю минут 15-20 в день по-английскому, я не могу его, ну, это я не, знаете, я его не использую, то есть я знаю там 2-3 времена, как его употреблять, но просто так я его не употребляю, то есть я вообще почти никогда об этом и не думаю, по сути. То есть вот это у меня тоже такая цель за лето выучить все, ну, со всеми временами, ну, как минимум, с временами, которые я знаю, пассивный и активный залог, и его именно активно употреблять, и писать текста с ним, и разговаривать о нем. Но я сейчас чуть подробно расскажу там про текста, разговоры, что. Но еще вот, сам по грамматике что? По грамматике у меня тоже, ну, не все так хорошо. То есть, ну, по правилам я, ну, может, какие-то еще знаю, забыл, но типа прям, то есть, ну, я, понятное дело, знаю там всякие вот как какие-то have там, то есть, ну, именно его форму, то есть помимо имеется там. Но именно вот прям много правил, я не знаю, как читать. Много читается правил, нет. Ну, то есть, может, я уверен, я знаю какие-то еще правила, может, не особо прям какие-то популярные, большие, но, опять же, ну, не суть. По грамматике что? Ну, не суть, по грамматике что? По грамматике я могу писать, понятное дело, нормально, но я совершаю часто ошибки, то есть, вот, ну, я часто могу даже в каких-то самых легких словах совершать ошибки. Это минус большой, и я вот расскажу чуть дальше, что я буду делать, и что, ну, и вообще, как вам рекомендую изучать английский. Так что по письму пока у меня не так все хорошо. В разговорной части больше скажу, что я вот сам месяц назад только говорить сам всего по 15 минут английского, но это вот большая ошибка, то есть мне надо было с самого начала по 15 минут каждый день говорить по-английскому, сейчас был бы намного лучший результат, но тем не менее, и сейчас, если бы я полетел в другую страну, я мог бы что-то сказать бы по-английски, я бы мог понять бы, о чем говорят, то есть я мог бы поболтать бы, но я часто делаю ошибки, ну, я не часто, ну, в общем, я делаю ошибки, и я часто, вот это точно часто, я запинаюсь, то есть
Особенно, вот, знаете, вот я реально заметил, что я когда на камеру хочу что-то сказать на английском, типа, показать, я часто в самых легких приложениях запинаюсь. Когда я сам с собой разговариваю, более-менее все нормально. Но по английской речи я вот сейчас вот в следующем дубле расскажу вообще, что надо делать вообще, чтобы, ну, как изучать английский, что надо раньше начать делать, а что я не начал делать. Что я начал делать только сейчас. Но не суть. В общем, по разговорной части у меня плюс-минус нормально, но не прям идеально. То есть, я говорю, наверное, на первом месте я, наверное, поставлю, как я сериалы смотрю, на втором месте я поставлю, как я вообще разговариваю, и третьем месте грамматику. Ну, даже не по правилам, правила это еще нормально, но вот именно как я пишу, потому что я часто вот могу в письме делать ошибки. А что еще надо делать, чтобы английский вот выучить, как я, ну или даже лучше? Быстро скажу. Смотрите, каждый день делайте дуолинго по 6-7 уроков. Желательно по 7, даже какие-то тренировки, но не суть. Дальше, мультик смотреть. Смотрите сначала свинку Пеппу с субтитрами. Потом перерастете это, будете ее без субтитров смотреть. И, к примеру, Бен и Холли, тоже детский мультик, но уже с субтитрами его. И вот так вот, то есть, по ступеньке передвигайтесь. То есть, вы выросли с Бен и Холли, хоп, и смотрите без субтитров, а какой-то сложнее мультик с субтитрами. И вот так вот потихоньку идете к цели. Дальше. Правила изучайте, ну, желательно каждую неделю по хотя бы одному. Я это сейчас не делал, я пока последний месяц забил на правила. Ну, то есть, опять же, какие-то вот, то есть, предлоги, вот нет, я знаете, как я именно забил на правила в плане вот всяких времен, залогов, а вот всякие временные предлоги, личные предлоги всякие вот, get, опять же, раньше не знал, что, как его употреблять, кроме там того, что это получить, а сейчас стал понимать. Но, в общем, хотя по одному правилу в неделю изучайте. Дальше, неправильный глагол, я их не говорил об этом, сейчас расскажу. Изучайте хотя бы по несколько неправильных глаголов в неделю. Это очень важно. Я знаю неправильные глаголы около 70. То есть, но я хочу вот до конца, вот за год, то есть вот за 4 месяца выучить до 120-130. Сейчас лето будет легче. Так что неправильный глагол тоже очень важная тема, типа, ну, вещь, и изучайте, в общем, неправильные глаголы. Также смотрите английские всякие, не мультики, а именно уроки. То есть я не буду сейчас какие-то рекомендовать, пиарить, но вообще есть много всяких YouTube каналов, которые рассказывают или ведут уроки. То есть вот я смотрю, как и уроки, где они ведут, типа вот каждый день выкладывают уроки, ну не каждый день выкладывают уроки, типа я иду. Или же просто вот знаете, где там просто про одну тему рассказывают. Вот, например, предлоги в английском языке, опять же, временные предлоги. То есть, или вот по теме. То есть смотрите английских всяких блогеров, которые говорят про правила. То есть вот или меня, который я сейчас выкладываю, я уже 2 выложил про правила. Ну, это так. Ну и опять же, я не буду часто выкладывать, то есть пока выкладываю, потом как-то перестану выкладывать, когда смогу какие-то, может, челленджи делать. Ну, это не об этом говорит. Дальше, что по английскому, да и важное, 15 минут в день говорите по-английски, с собой, отвечайте на вопросы. Это важно очень, с самого начала, потому что вот я не стал это делать, и сейчас у меня с английской речью, ну, нормально, могу сказать, но не прям как-то, вот знаете. Ну, вот знаете, лучше бы хотелось бы разговаривать на английском плюс-минус на уровне, как я смотрю сериалы. Я только сейчас, вот буквально месяц назад, начал это делать, и это очень плохо. То есть это нужно вот обязательно делать, чтобы лучше, ну, это прям развивает очень сильно вашу английскую речь. Также, вот смотрите, читайте текста на английском. То есть не надо Гарри Поттера, понятное дело, нет. Но пытайтесь легкие текста, там, у того же Луи, там, попросите какие-то английские легкие текста. Вы читайте вслух. Именно тут дело важно в том, чтобы вы развивали также свое вот, ну, как произношение. То есть старайтесь 15 минут, может, не 1000 слов сказать, а 100 слов, но их прям 100 этих слов правильно сказать. То есть произносить их правильно, то есть чтобы у вас акцент был очень хороший. Вот у меня лично акцент в всех словах основных, которые я знаю, типа, очень хороший. В каких-то неизведанных словах иногда могу прям идеально сказать, иногда могу плохо сказать. Но тем не менее. И важная еще одна вещь. Вот одна еще важная вещь. И, в общем, еще одна важная вещь, это то, что
по 10 минут пишите на английском. Вот просто ваши мысли там, как день прошел, как, я не знаю, опять же, на вопрос какие-то поотвечать. Просто пишите 10 минут на английском в тетрадь. После этого 10 минут, ну вот опять же, минут 20 получается, вы уделите, но это большой результат даст. И вот 10 минут последующих вы проверяете, как написали. То есть, если есть ошибка, вы просто переписываете предложение. Я вот стал это делать, и, ну опять же, это просто помогает. То есть, это помогает вам через те же 8 месяцев, если вы начнете говорить сейчас на английском, сразу же писать на английском, еще и произносить ну, по-английски слова. То есть, ну помимо того, что там мультики, Duolingo, вы сильно можете даже, может, даже и опередить меня, потому что вот я стал это буквально делать недавно, вот имеется в виду говорить по-английскому и писать на английском. Это очень важно, потому что это развивает вашу грамматику, как и вашу речевую вообще речь. Так что делайте это, и в принципе все, я все, что хотел, все сказал. Спасибо, что посмотрели меня, и пока. И последнее скажу, что ну, постараюсь больше не доить эту тему, то есть все. Наверное, в следующий раз, если я и сделаю на этот ролик, то только через, ну вот, когда исполнится год, как я изучаю английский. Больше не буду доить эту тему. Все, это последний раз, когда я говорю вообще про английский что-то больше, чем правило. То есть, ну, опять же, может, я буду иногда рассказывать там, вот как в прошлом видео, где что я посмотрел мультик на английском Wednesday. Но именно как факт того, что, типа, я рассказываю там, как я прошел английский, что нужно для этого делать, все. Вот последний раз, наверное, выложу ролик, это когда год исполнится. Больше именно насчет этой темы доить не буду. Спасибо, что посмотрели меня, и пока.